Что такое петлеобразное движение планет? Почему более удаленные от Солнца планеты вращаются вокруг него медленнее? Что такое ретроградное движение? В этом нам помогут законы Кеплера. Немецкий математик Иоганн Кеплер старался найти в природе повторяющиеся закономерности. Но он понял, что планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, а не по круговым. И это значит, что природа не следует совершенным формам. Планеты вращаются вокруг Солнца, и те, что ближе к нему, движутся быстрее удаленных. К примеру, Меркурий огибает Солнце всего за 87 земных дней, Марс почти за 2 года, а Юпитер только за 12 лет делает полный оборот. Все планеты движутся также и относительно других планет, и некоторые словно движутся назад, потому что Земля нагоняет их. Это и есть ретроградное движение. Во времена Кеплера такие движения для астрономов были загадкой, и именно ее разрешение позволило Кеплеру создать законы движения планет. Кеплер трудился всего через 100 лет после того, как Николай Коперник выдвинул предположение о том, что Солнце находится в центре системы, а не Земля. Кеплер принял гелиоцентрическую систему Коперника, но поначалу сохранял веру в то, что планеты движутся по круговым орбитам. Слово «планета» происходит от греческого «блуждающая» или «странник». Поскольку планеты нашей Солнечной системы находятся к Земле ближе, чем далекие звезды, они выглядят на небе блуждающими. Ночь за ночью планеты прокладывают себе путь среди звезд, однако время от времени путь их обращается вспять, и планета описывает небольшую петлю. Такие движения считались дурным намерением, а Птолемеева модель, в которой Земля находится в центре, понять такое поведение просто не могла. Пытаясь смоделировать орбиты, Кеплер использовал таблицы движения планет Тихо-Браги. И пришел к выводу, что такое движение можно объяснить, если планеты вращаются по эллиптическим орбитам. Что ж, теперь о самих законах. Первый закон гласит, что орбиты планет представляют собой эллипсы. Второй закон описывает скорость движения планет и говорит о том, что планета за равные промежутки времени покрывает сегменты равной площади. Один сегмент – это угол между Солнцем и двумя положениями планеты на ее орбите. Близким к Солнцу планетам надо пройти большее расстояние, чтобы покрыть ту же площадь, какую удаленная планета покроет за то же время. И, наконец, третий закон является связью между периодом обращения планеты и расстоянием от Солнца. Чем длиннее эллиптическая орбита, тем больше период обращения по ней. Так далекие от Солнца планеты движутся медленнее, чем близкие к нему. Кеплер сумел описать орбиты всех планет нашей Солнечной системы. Эти же законы применимы к кометам, астероидам, спутникам и планетам у других звезд. Кеплеру удалось соединить эти принципы в геометрические законы, но на чем держатся эти законы, он не знал. Понадобился Ньютон, чтобы объединить эти законы в теорию всемирного тяготения. О ней я расскажу в следующем видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте отзывы и пожелания в комментарии и до новых встреч!